Нас переполняет гордость и восторг, что РТ удалось достичь таких результатов. Почему вы не заблокировали РТ на Ютубе? Господин Уокер, это машина пропаганды. Всем привет, это Любовь Соболь. Сегодня я расскажу вам, как Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника, президента Владимира Путина, и почему она больше не должна занимать свою должность, а Следственный комитет обязан возбудить дело о махинациях с бюджетными деньгами. А я заслужила, точно. Вот, а почему мне? Есть же другие люди, о которых мы просто не знаем. Не так давно Маргарита с помпой объявила сеть YouTube-каналов RT, они же РТ, или как мы их привыкли называть, Russia Today, достигла 10 миллиардов просмотров. Ни один новостной канал еще не достигал таких мощных результатов. Позади остались все мировые конкуренты, от CNN до Аль-Джазиры. Все пали под мощью пропагандистской машины Маргариты Симоньян. Просто зайдите в Твиттер к Маргарите. На регулярной основе она рассказывает всем нам о том, каких сверхчеловеческих успехов добивается РТ. Видимо, она также делает и в администрации президента. Кладет на стол папочку с миллиардными просмотрами, приговаривая: «Нам нужно больше золота, милорд». Самохвальство Симоньян достигает каких-то недостижимых пределов. Кажется, она не просто отличница, комсомолка, спортсменка, а самый настоящий сверхчеловек, которого когда-то искал Ницше. CNN, BBC, Евроньюз нервно курят в сторонке, пишет она. 10 миллиардов, дарим донаты, похвалится Маргарита. Что бы ни произошло в мире, всегда все смотрят только РТ. Раз за разом гордится редактор. Но все это лишь в мечтах Симоньян. В реальном мире оружие российской пропаганды номер один не смотрит практически никто. И ладно мы с вами привыкли уже, что Симоньян не всегда искренна. Но начальника обманывать, как так? Смелая вы женщина, Маргарита. Совсем не боитесь, что вас прогонят из московских гостиных за такое? Мы исследовали YouTube-каналы РТ разных регионов и выяснили, что они из себя представляют. Это чудовищная накрутка, в том числе через порно-сайты. Это индийские боты в комментариях. Это фантастические бюджеты, которые уходят в карман. И сейчас я вам это наглядно докажу. Существует множество признаков, по которым можно определить накрутку. Сравнение социальной активностью роликов, статистика просмотров, география аудитории. Например, любой школьник вам скажет, что если перед вами видео, у которого больше 1 миллиона просмотров, как на этом видео на испанском РТ, но при этом всего 93 комментария, то дело, скорее всего, нечисто. Сравним с любым видео, которое собрало больше 1 миллиона просмотров. Новое или старое, неважно. Вот, например, программа «По фактам» от 15 января этого года. 1,5 миллиона просмотров, 14 тысяч комментариев. Или другое видео с нашего канала «Как ВКонтакте подружился с Кремлем». 1 миллион 300 тысяч просмотров и почти 6 тысяч комментариев. Вот YouTube-канал английского BBC. Видео вышло более 6 лет назад. 1 миллион 600 тысяч просмотров и 8 сотен комментариев. А теперь давайте посмотрим на сами комментарии, на их содержание. Кто их пишет, люди или боты? Хорошо, когда боты сидят в Ольгино. Вычислить их очень просто. Сложнее, когда они сидят в Индии или Бахрейне. Но даже тут есть совсем нехитрая методика. Для начала давайте посмотрим, как выглядят комментарии здорового человека. Все просто. В нормальных комментариях люди высказывают свое мнение о содержании ролика, обсуждают, спорят, и совершенно неважно, что это за ролик. Выкладывает ли у себя, например, «Эхо Москвы» ролик «Пранк», портрет Путина в лифте, жители подъезда в шоке. Или Евгений Альбац беседует с Алексеем Навальным. Комментарии будут касаться исключительно происходящего в ролике. А теперь посмотрим, как выглядит комментарий к роликам РТ. Вот так. К счастью, сейчас существует достаточно инструментов, чтобы узнать, что люди пишут даже на самых экзотических языках. Согласитесь, когда читаешь такие вещи, реальность этих комментаторов начинает вызывать сомнения. Или когда в комментариях к ролику вдруг пишут собственные имена. Просто РТ – телеканал особенный и идет своим путем. Это путь фальсификации и покупки комментариев на дешевых биржах по всему миру.
Вот, например, самый просматриваемый на РТ на русском ролик «Детский финал». Воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018. Один из самых залайканных комментариев звучит в переводе с английского как «Я полагаю, вот тот комментарий на английском, который вы искали». Таких комментариев там оставили действительно много. Люди из разных концов земли писали «Вот комментарий на…» «Подставляем нужный язык». То есть люди дословно писали «Испанский комментарий, который вы искали. Поздравляю, вы нашли вьетнамский комментарий». И правда, футбол интернационален, а чемпионат мира сближает. Особенно сближает 5 центов за комментарий. Или сколько вы там платите, Маргарита? И мы бы все спокойно прошли мимо этого. Возможно, это какой-то массовый флешмоб, смысл которого нам непонятен. Если бы на этом странности в комментариях закончились. Но нет. Например, многие люди в комментариях спрашивали, как они оказались на этом ролике. В ответ вторили «Да, Сантьяго, я тоже понятия не имею, как оказался здесь». Скажем прямо, многие были просто растеряны. Как так вышло, что они смотрели это видео? На этом очень странные дела в комментариях не заканчиваются. Многие оставляли комментарии на русском, но так, будто их прогнали через автоматический переводчик. Потому иногда комментарии просто не имели никакого смысла. Полностью согласна. Замок Лантаваров «Как сохранить большой». Аж 10-й лайк захотелось поставить. А корейские и японские комментаторы как под копирку писали «Милый рефери». Буквально под копирку, иногда с точностью до иероглифа. Зайдите сами, если не верите. Зайдите и убедитесь. Понятно, что 20 миллиардов Маргарите слишком мало, чтобы хотя бы создать иллюзию интереса к своему каналу. Потому и оставляла заявки на азиатских биржах с заданием опубликовать по данным видео любой комментарий на английском, испанском, русском, вьетнамском. И люди радостно ломились в комментарии, но из-за копеечной цены не слишком заморачивались и просто писали «Вот вам английский комментарий». Но есть и более интересные случаи – накрутка просмотров через порно-сайты. Из-за этого под некоторыми видео можно найти прекрасные лаконичные порно-комменты. С другой стороны, где крутить контент РТ, как не на порно-сайтах? Все логично. Вот, например, одно из самых популярных видео на испанском РТ с 13 миллионами просмотров. На том самом испанском РТ, о котором американские генералы отзываются как о главной угрозе Америки. По крайней мере, так говорит Маргарита. Впрочем, впоследствии оказывается, что никакой это не генерал, а адмирал. И ничего такого о РТ он не говорил. По крайней мере, Google об этом ничего не знает. Но кого удивит, что Симоньян опять соврала. Так вот, видео, у которого 545 комментариев. О самом ролике почти никто ничего не пишет. Зато много вот таких комментариев. Или вот таких страннейших комментариев. 13 миллионов просмотров и минимум комментариев от реальных людей. Маргарита, у вас все в порядке? Или, возможно, это часть какой-то очень хитрой многоходовочки, и вас собираются сделать главным редактором нового русского национального патриотического порно-сайта? Выглядите очень напряженными. Мы планируем приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Но шутки шутками, а государственному каналу, получающему миллиарды, крутить просмотры через порно-сайты – это кем вообще надо быть? Это каким уровнем цинизма надо обладать? А потом радостно рапортовать. Нас смотрят, нас комментируют, мы номер один. Легче всего отследить накрутку по тому, как просмотры ролика распределяются по времени. Если нет никаких признаков вирусности, простите за это слово в наше непростое время. Если комментариев нет, а видео, которое годами никто не смотрел, вдруг резко смотрит 1 миллион человек, а потом смотреть прекращает. Гадалки не ходи, просмотры накручены. Но чтобы было с чем сравнивать, давайте сперва посмотрим на то, как выглядит просмотр здорового человека. Вот видео на нашем канале «Навальный о Галкине и дудке пролетарской ненависти». Вы видите пик просмотров в начале, и чем дальше, тем сильнее падает динамика роста. Это достаточно типичная картина для Ютуба. Вот сюжет телеканала «Дождь». Дудь попытался задать вопрос Канделаке. Постепенный набор просмотров с пиком активности в самом начале. Все логично. Сначала новый ролик смотрит много человек, а затем интерес идет на спад. А так выглядит вирусное видео с канала Дани Поперечного. Как видите, несмотря на постепенный спад, видео продолжает смотреть.
Ну а вот так вот выглядит график просмотров видео с котиками. Потому что все мы знаем, зачем на самом деле существует интернет. Что же показывает нам ролик с порно-комментариями? Видео было выложено в январе 2016 года. К сожалению, статистику до 2019 года нам получить не удалось. Почему? Долгое время оно было скрыто от пользователей, а значит, статистика не собиралась. Зато с 1 сентября 2019 года вот что мы имеем. Видео было выложено 4 года назад. Какое-то время оно было скрыто от пользователей. На момент раскрытия у него было 2 миллиона просмотров. При том, что комментариев под ним практически никто не оставлял. Всего 15 за все время. А потом это старинное видео за несколько месяцев набирает еще 11 миллионов просмотров. С 2 до 13. А просмотров в час. Вы только взгляните. Опять же, без всяких причин вдруг резко график идет вверх, а потом столь же стремительно падает. Смотрели видео 4-летней давности по 10 тысяч человек за час, и вдруг все резко перестали. Маргарита, вы нас там за идиотов считаете? Если это видео вдруг завирусилось, то вот вам еще раз пример того, как выглядят вирусные ролики, которыми люди делятся, пересылают друг другу и которые со временем собирают все больше и больше. Вот видео Юрия Дудя с бэдкомедианом, которое так же, как и ваше, посмотрели 13 миллионов человек. Видите, реальный интерес людей, а не ботов. Ботов, на которые вам выделяют миллиарды. Ладно, листаем дальше. 1 300 000 просмотров, 132 комментария. Казалось бы, 1,5 миллиона просмотров, 132 комментария. Уже все понятно. Классический диагноз. Но давайте все же взглянем на график просмотров. Если вдруг кто-то не понял, то давайте я вам расшифрую, что вы сейчас увидели. Что это за таинственный зигзаг? Видео было выложено 25 февраля 2015 года. За 3 года оно набрало 32 тысячи просмотров. А потом, буквально за пару дней, оно набирает 1 миллион просмотров и вновь перестает расти. Запомните, если вы на любом графике видите ступеньки, значит, вас обманывают. Маргарита, вы издеваетесь? Нет, вы правда издеваетесь над нами, над всеми нами и над своим распрекрасным начальником, которому вы подсовываете эту ерунду. Настолько в наглую вы накручиваете просмотры и надеетесь, что никто вас не поймает за руку. Еще раз для сравнения, вот вам видео CNN, которое точно так же вышло 5 лет назад. Того самого CNN, который Симоньян и РТ оставили далеко позади. Листая ролики РТ, мы видели и вот такие очень странные ступеньки в статистике их просмотров. Как-то мы даже видели, как YouTube скручивает РТ просмотры за слишком активную накрутку. Видите внезапное движение вниз, за основную ось. Это YouTube решил, что слишком аномально растут просмотры и списал часть. Ну ладно, что мы пристали к этому несчастному испанскому РТ? Давайте пройдемся по другим региональным каналам медиа-империи Симоньян. Вернемся к многострадальным видео о детях-футболистах. Как их смотрели? Вот это да! Какая красивая статистика! Сейчас я вам объясню, что значат эти графики. 17 июля 2018 года видео выложили в сеть. Заметьте, выложили в самый пик интереса к теме чемпионата мира по футболу. Когда получить просмотры было проще простого, но нет. Несмотря на весь хайп, несмотря на супертрендовость тематики, видео не стало популярным. За полгода оно набрало всего 30 тысяч просмотров. Здесь вам любой скажет, что, к сожалению, с вероятностью в 99,9% это видео уже не взлетит никогда и вряд ли в ближайшие годы пробьет хотя бы 50 тысяч. Однако внезапно график просмотров резко ломится вверх, буквально ни с того ни с сего. Так, 6 января по 6 марта 2019 года видео преодолевает рубеж в 1 миллион просмотров, а с марта по апрель феноменально растет до 8 миллионов. При этом по времени стремительный рост совпадает с появлением всех этих странных, а местами и просто загадочных комментариев. Возможно, такие аномальные просмотры только на русском и испанском РТ? Нет, увы. Абсолютно всюду, на всех каналах одна картина. И абсолютно те же признаки накруток вы можете найти на любом канале из сети РТ, будь это немецкий РТ или РТ США, РТ Арабик. Вы сами можете зайти на любой из каналов РТ, установить несложное приложение и полюбоваться на то, как кража бюджетных денег выглядит в графиках.
Еще одна любопытная деталь из мира РТ. Только за февраль РТ «Испаньол» выложил более 1000 видео. Казалось бы, такой трудолюбивости и эффективности можно только позавидовать. Но одно небольшое уточнение. Значительная часть этих роликов – это чужие видео из интернета, проще говоря, перезаливы. И именно эта часть получает больше всего просмотров. Вот, например, РТ выкладывает ставшее вирусом в Фейсбуке видео с плачущим мальчиком или ролик о тиграх, напавших на дрессировщиков. А также с помощью нехитрых расчетов мы выяснили, что все 1000 видео на канале за месяц собрали 13 миллионов просмотров. Но погодите, ведь статистика показывает 32 миллиона просмотров. Все верно. Всего за месяц просмотров 32 миллиона. Только 19 миллионов из них – это просмотры на старых видео. Как такое может быть у новостного канала, где все зависит от повестки? Объясняется это очень просто. Накрутка идет в первую очередь старым видео, так как на них отследить махинации сложнее. Но кто будет проверять статистику видео, которое вышло в декабре 2016 года или в 2013 году? Никто. Ну, почти никто. А если накрутить просмотры в роликах от 2013 года, YouTube их засчитает, как за просмотры текущего периода. И в статистику на стол Путину пойдет именно эта цифра – 32 миллиона за февраль. Видите, мы свое отрабатываем. Давайте нам еще денег, пожалуйста. И Путин подписывает документ, даже не подозревая, что выделяет деньги на воздух, на просмотры, которых нет. И если бы в администрации президента увидели реальную статистику РТ, никто никогда бы их и близко не подпустил к бюджету, и уж тем более в московские гостиные. Давайте резюмируем. РТ накручивает просмотры своих видео на YouTube, покупает комментарии и подделывают статистику. При этом не гнушаются даже накрутками видео через порноресурсы. Благодаря этой поддельной статистике они запрашивают все больше денег на свое медиа. В администрации президента видят эти поддельные цифры и выделяет им космические бюджеты, думая, что выделяют их на пропаганду, а на деле на воздух, на рисовку статистики и напор на комментарии. А теперь я хочу обратиться к Маргарите. Если вы считаете, что мы вас оболгали, сделайте одну очень нехитрую вещь. Выложите в открытый доступ всю свою статистику. Вот смотрите, эти подозрительные графики объясняются тем-то и тем-то. Если же Маргарита не даст никаких вразумительных комментариев, то я требую уволить Симоньян. Это самое верное решение в данной ситуации. И провести проверку всей структуры РТ на предмет растраты средств. В случае подтверждения возбудить уголовное дело. А чтобы Маргарита не проигнорировала наш призыв, мы просим у вас помощи. Задайте ей спокойно и вежливо вопрос в любой из социальных сетей. Как объяснить аномальную статистику ваших роликов, Маргарита? Может быть, вы поделитесь с налогоплательщиками, содержащими ваш канал, своей внутренней статистикой? Хорошо бы эти же вопросы задали наши журналисты. Настоящие журналисты, а не пропагандисты с инсайдами прямиком из гостиных. Расскажите о нашем видео друзьям и подписывайтесь на наш канал. У нас нет ни накрученных 10 миллиардов просмотров, ни распиленных 20 миллиардов рублей.